У нас отключили воду из-за снега, поэтому я не мытый. Invincible — это именно тот сериал, который вернул меня к комиксам в 2021 году. Он мне в первую очередь напомнил, почему же супергерои замечательны. Быстро прочитал всю серию, давно такого не было, но люблю, когда это происходит. А после начал читать другие комиксы, смотреть другие сериалы и фильмы. И собственно поэтому я так помешан на комиксах сейчас. Несмотря на то, что персонаж существует с 2003 года и его мир полон самых разнообразных вещей, за все это время мы не получили хотя бы одну игру. Нет, веселье началось только после хайпа сериала. Создатели с большим энтузиазмом сообщили нам, что нас ждут несколько хороших игр по мотивам. И тут долгое время никаких новостей не было, но надежда еще была. Мы были в предвкушении. Может, они сделают открытый мир в стиле той инди-игры, а может, сделают простенький битэмап, как мы привыкли. Что не самый лучший вариант, конечно, но все равно лучше, чем ничего. Это же неуязвимый, а с ним невозможно сделать что-то плохое. И вот выходит очень странное видео, и не от кого бы то ни было, а от Ubisoft. Да, тех самых. Конечно, может, сейчас они не делают самые лучшие игры, и многие даже не хорошие, но все равно воспоминания еще остались. Это же те самые Ubisoft. Давайте посмотрим. Да, может, графика не самая лучшая, но тем не менее выглядит как мы любим. Какой-то трейлер медленный, да и персонажи ничего не говорят, что дополняют эту странную атмосферу. И тут появляются злые копии наших героев. И игра для мобилок. Ладно, это не помешает мне ее попробовать. Но хочется чего-то большего. А для выхода этой фигни нужно ждать Новый год. Но не беда, ведь уже внезапно вышла еще одна игра, и она не для телефонов. Это визуальная новелла. Окей, еще не экшен, но все равно лучше. В последнее время визуальные новеллы стали уж слишком популярными. У нас есть Ace Attorney, где мы играем за забавного адвоката. Бесконечное лето, где в Советском Союзе наступил апокалипсис и лето не заканчивается. Доки-доки, где мы общаемся с милыми девушками. И убийство Соника, где нашего синяка застрелили и мы должны найти наследника. Вы можете понять, во что я не играл? Но в общем это классный жанр, который предлагает познакомиться поближе с персонажами, ощутить себя главным героем и испытать сюжет на себе. А еще иногда они предлагают свои уникальные мини-игры, так что мы не просто читаем. Ну да, это ведь не настоящая игра. Такое ощущение, что как только сериал стал популярным, создатели в спешке начали хоть что-то разрабатывать в жанрах, которые не требуют особого вложения. Тем не менее, игра прикольная, так что давайте посмотрим. Сначала мы видим логотип Skybound, который пролетает сквозь кольца, прямо как в той игре про того чувака, и логотип ужасной осанки Games, что соответствует действительности. Понятно, что музыка класс, но меня в это не услышите из-за прав. Сразу стоит отметить, что мы играем за атомную Эву, что даже получше подходит для игры, чем сам неуязвимый, потому что у нее лучшие силы. Да с ними можно сделать абсолютно что угодно. Визуальный стиль нехило так отличается от того, что мы видели ранее. Всех нарисовали довольно горячими. В первые секунды отталкивает, но потом начинает нравиться, когда понимаешь, что персонажи на самом деле выглядят лучше, чем когда-либо. Вы только посмотрите, насколько динамичнее смотрится поза Эвы, когда она летит, и волосы развиваются, а ее лицо в разы выразительнее. Стилистически игра выглядит круто. Игра поделена на главы, которые отличаются по длине, так что можете хоть пройти по одной главе за день. К сожалению, вы не увидите какое-то крутое оформление со звуковыми эффектами. Мы по сути просто кликаем по картинкам и смотрим на слайд-шоу. Зато написано все точно как в комиксе. То есть темп повествования, характеры персонажей. Все, как мы привыкли, только в виде новеллы. Да даже шрифты точно как в комиксах. Создается впечатление, что не играешь в игру, а читаешь какую-то потерянную главу. Да мы даже видим флешбэк, действие которого происходит между приквелом и первым сезоном. Чего в комиксах не припоминаю. Приятно увидеть, что произошло тогда. Мы видим зеленый лазер, это важно, а на земле нас встречает Kill Cannon, у которого долгое время не включается ружье в связи с возрастом. И мы узнаем, что можем выбрать диалоги. Но обратите внимание, это не одна из тех игр, где вы что-то выбираете, и персонаж говорит что-то другое. Нет, тут вы именно говорите то, что вы выбираете. Так что убираем мысли, может это не то, что он имеет в виду, и выбираем диалог, который понравился. И тут начинается флешбэк, который не закончится до конца. У нас есть журнал, который наполняется по ходу игры. Мы не узнаем что-то новое, но прикольно почитать мысли Эвы. В игре есть бои, пошаговые. Есть энергия, которая дается в начале каждого раунда, и несколько способностей, которые тратят определенное количество энергии. Также вы можете посмотреть, какую силу использует
использует враг. И вот значит вы должны учитывать, сколько у вас энергии, что сделает враг, и в связи с этим должны выбрать ваше действие. То есть, допустим, враг атакует, но у него не так много жизни. И вы можете выбрать атаковать и прикончить его, или поступить осторожно, создав щит, чтобы не потерять жизнь. После разрушения щит нанесет урон врагу. Враг атакует, а вы можете его приклеить к месту, и ничего он вам не сделает. Есть этот классный лазер, который тратит всю вашу энергию и превращает ее в один мощный удар. Это крутая система, но это еще не все. Вы можете открыть апгрейды для боев и диалогов. Но и это еще не все. Вы можете развить 3 ветки или купить отдельные апгрейды. Благодаря этому можно даже пройти игру 3 раза, чтобы увидеть, как ваше прохождение будет отличаться в зависимости от апгрейдов. Вы можете улучшить общение, можете использовать силы, чтобы выйти из любой ситуации, или стать настоящим негодяем и побеждать всех моментально. Так как игра завязана на диалогах, решил прокачать общение. А дальше можно получить больше жизни, увеличить вероятность уклонения и так далее. Но и не стоит говорить, что откроются новые способности. Мы впервые встречаемся с роботом, который приглашает нас в Teen Team. Наши родители встречаются с Рексом, этот момент очень напряженный. Побеждаем Килканена, когда заканчивается флешбэк, а зеленая женщина летит по городу. Не знаю, что бы это значило. А Teen Team идут пожрать. А что будет дальше, даже не представляю. Но игра классная. Если захотите поиграть, то можете это сделать, потому что я вам ничего особо не показал. Это была первая глава.